Здравствуйте, дорогие друзья! Я купила 3 азиатских подростка. Посмотрите, левый пакет какого большого размера по сравнению с двумя другими. Я купила 2 орхидейки в размере 1,7 и одну в размере 2,5. Давайте распакуем и посмотрим этих красоточек. Давайте начнем с большого пакетика. Увидела шоколадку, подарили за заказ. Приятно. Так, это орхидейка под номером 10. Давайте ее распакуем, посмотрим, кто это у нас. О, тут подписано. Это Льюис Сакура. Я уже очень давно хотела эту орхидейку, но она пропала из продажи. По крайней мере, у того продавца, у которого я обычно покупаю. Давайте посмотрим корни. Здесь все хорошо. Орхидейку нужно полить. О, посмотрите, какая красота. Растущие корни. Чистая шея, растущий листик. Цветоноса, к сожалению, нет. Шикарно. Это точно 2,5 размер горшочка. Давайте следующих распаковывать. Так, следующий сверточек. Посмотрим, кто у нас здесь. Ой, какой малыш. А на видео все кажется таким большим. Я смотрела обзор этих орхидеек. Господи. А еще было написано крупные. Я представляю, какие тогда маленького размера. Листик сухой, но это не страшно. Это механика. Его при транспортировке, видимо, загнули, и он отсох. Это все аккуратненько я срежу. Так, это орхидейка под номером 5053. Это, кажется, бабочка. Корешочки есть. Какая мелочь. Это не та бабочка, про которую я подумала. Это другая желтая бабочка. Немножко похожа на орхидею Феррара. Я уже давно на нее засматривалась. Но на нее и цена была недорогая. 1050. Ну, в принципе, соответствует цене. А эта орхидейка, я вам не сказала, Льюис Сакура, стоит 1800. Посмотрите, какая разница. Там горшочек побольше 2,5, а здесь 1,7. Ну, для 1,7 тоже нормально. Бывает и мельче. Давайте следующую орхидейку, последнюю, распакуем. Что у нас там, посмотрим.
какого размера цветочек. Но это уже я точно знаю. Это уже точно моя долгожданная хотелка, которую я очень хотела. Но она тоже пропала в продажах у тех продавцов, у которых я обычно закупаю орхидейки. Я видела у частного продавца, там, конечно, цена была заоблачная. За малюсенький кустик 1,7 цена была 2500. Там буквально 2-3 маленьких листика. Сейчас посмотрим, что здесь. Тоже размер 1,7. Эта бабочка, кстати, стоила 1600. Посмотрим, посмотрим. Листик желтый. Что-то мне это не нравится. Давайте посмотрим. Ой, ты еще упади. Такое название. Но с шеей все хорошо. Шея чистая. Сниму чешуйки. Название НСК Зелья. Орхидейки все сухие, надо поливать. Так, вот наши корешочки. И 3 листика. Ну, конечно, она покрупнее, чем этот 1,7. Так. Видите, какая разница? Надеюсь, все будет хорошо. Что-то меня напугал этот желтый лист. Я со своими новинками переехала в ванную. Я приготовила теплую воду для полива. И капну капельку HB101. Это природный антистресс, чтобы орхидейки легче перенесли переезд. Их я забирала самовывозом, не посылкой. Закроем крышкой. Перемешаем. И прольем наших малышек. И еще я приготовила лимон. Я хочу протереть листики орхидеек с соком лимона. И добавлю немножко воды.
Листочки грязные после обработок, после теплиц. Так что мы приведем их в чистый вид. Очистим их и подпитаем витаминками. Так, одно у нас чисто. Возьмем другую орхидейку. Для каждой орхидейки отдельный ватный диск. Этикеточки можно снять. Здесь тоже. У нас в местной группе выставили фотографии орхидеек. Я забронировала эти орхидейки. И на следующий день уже забрала. Как удобно, когда рядышком. Не надо по почте заказывать и мучить орхидейки. А то и так листик пожелтел, пока были в газетах. И следующая орхидейка. Так, тоже чистый ватный диск. Так, сразу уберем. Все, орхидейки чистые, политые. Каждую орхидейку я поставила в свой стаканчик, для того, чтобы они стояли, никуда не заваливались, и чтобы их было удобно поливать. Видите, какие красивые корни растущие и влажный мох. Он потихоньку будет увлажнять корни орхидеи. В первый полив я полила совсем немножко. В следующий раз побольше полью, для того, чтобы у орхидеек не было стресса от пересыхания, а потом от переувлажнения. Все нужно делать в меру и потихоньку, не торопиться. Я поставлю орхидейки под лампы, в светлое место, в прохладное место. Буду включать вентилятор. В общем, создам орхидейкам хорошие условия для успешной и быстрой адаптации. Пишите, если у вас есть орхидейки таких сортов, как они у вас растут, непривередливые ли, не вредные ли. А это маленькая Моня. Здесь она у нас второй день после того, как мы ее привезли домой. Такая малышка, неваляшка, такая миленькая с розовыми лапками. Это у нас уже вторая собака. А вот Тося, наша первая собака, тоже чихуахуа, нюхает Моню. Это первый день, как мы только принесли Моню домой.
Тося с ней знакомится. Тося, кстати, ее очень сильно боялась, потому что Моня очень активная, маленькая, безбашенная. Видите, какая Моня смелая. И Тося все время пряталась.